Всем привет! Я Евгений Ковальчук, и вы на канале WebDev, канале, посвященном веб-разработке и всему, что с ней связано. Добро пожаловать в первый урок курса, посвященного тестированию React-приложения с помощью Jest и Enzyme. И я понимаю, что вам уже не терпится начать писать тесты. Но сегодня мы все-таки затронем теорию тестирования. Этот урок нужен для того, чтобы дать вам общее представление о том, что такое тестирование и зачем оно нужно, а также в нем мы разберем основные понятия и подходы. Что же такое тестирование? Если простыми словами, то это код, который проверяет, работает ли код написанного приложения правильно, и что самое важное, отвечает ли он бизнес-ожиданиям. То есть, если вы сделали фичу, которая копирует какие-то данные, то она реально должна их копировать, а не удалять, например. Когда мы говорим о соответствии кода каким-то бизнес-ожиданиям, необходимо ввести два важных понятия. Это TDD и BDD, или Test-Driven Development и Behavior-Driven Development. И зачастую в этих определениях путаются, говоря, что TDD – это написание тестов, а потом на основании написанных тестов создание логики, а BDD – это написание логики и покрытие ее тестами. И если с TDD все сказано верно, то вот в понимании BDD допущена ошибка. В обоих вариантах тесты пишутся первыми. Просто в BDD-подходе предполагается описание тестировщиком или бизнес-аналитиком пользовательских сценариев, то есть описание поведения простым языком. Как, например, я зашел на страницу, кликнул на кнопку, и у меня открылось модальное окно с опциями для выбора. Это бизнес-кейс, который покрывается тестами и в последующем имплементируется разработчиком. Вообще подходов к написанию тестов много, но все мы их рассматривать не будем, а в описании репозитория я оставлю ссылку на полезную статью. В данном же курсе мы будем покрывать тестами уже написанную логику. От подходов тестирования переходим к типам тестирования. И тут все просто, так как есть картинка, которая называется пирамида тестирования. Есть три основных типа тестов. Это юнит-тесты, интеграционные и end-to-end или E2E тесты. И пару слов о каждом типе. Юнит-тестирование – это самый простой вариант тестирования, когда по сути происходит проверка логики инкапсулированного модуля или юнита. В нашем случае это полное тестирование логики инкапсулированного компонента. Данный вариант тестирования самый быстрый и самый простой и не требует разворачивания каких-то дополнительных окружений. Второй тип – это интеграционное тестирование. Здесь проверяется взаимодействие созданного модуля с другими, то есть не сломала ли новая логика что-то за ее пределами. Этот вариант уже сложнее и требует больших знаний в области тестирования, плюс установки и настройки среды тестирования. И заключительный тип – это end-to-end тестирование. Это самый сложный и самый надежный, но в то же время самый объемный и требующий большого количества времени. Здесь проверяется работа всего приложения или фактически описанные ранее бизнес-кейсы. То есть пользователь вошел на страницу, пользователь нажал кнопку, кнопка вызвала модалку. Каждый из этих типов тестируется и проверяется корректность его работы. В данном курсе мы рассмотрим самый простой вариант – это написание юнит-тестов, так как это тот тип тестов, с которым чаще всего сталкиваются разработчики. Я надеюсь, общая картина уже начинает у вас вырисовываться. Когда мы начинаем работать с юнит-тестированием, или как его еще называют модульным тестированием, первое понятие, с которыми мы столкнемся, это stub и mock. Оба определения связаны с подменой данных. Что это значит? Давайте рассмотрим это на примере React-компонента. Как мы уже разобрались, юнит-тестирование предполагает инкапсуляцию модуля и проверку его внутренней логики. Но даже у компонента есть свои свойства и методы, которые он принимает снаружи в виде пропсов. Какие-то внешние утилиты, пакеты и так далее. Так вот, эти данные и будут подменяться. И если говорить в общем, то stub и mock – это объекты, которые создаются и используются взамен реальных объектов, с которыми взаимодействует модуль в процессе своей работы. И более конкретно, stub – это статичный объект, который имеет структуру валидного ответа. Не имеет значения, какие вводные данные вы даете, ответ всегда будет один и тот же. Mock – это настраиваемые объекты, которые позволяют задать ожидания в виде своего рода спецификации вызовов, которые мы планируем получить. Есть еще fake и dummy, но они используются реже и применять мы их не будем. И если на данный момент вам не совсем понятна разница между stub и mock, то на практике вы во всем разберетесь. И пару слов о требованиям к тестированию.
Здесь буквально одно правило, а именно один тест, одна проверка. Не нужно делать какой-то общий тест и прогонять 100-500 различных случаев. Для каждого действия должен быть свой индивидуальный тестировочный кейс. Сразу обратите внимание на синтаксис. У нас есть два ключевых слова – это describe и it. По своей сути это просто обертки, внутри которых мы описываем ожидания, после чего создаем тест. Тест должен быть лаконичным, максимально простым в понимании и чтении. Нельзя не упомянуть о таком понятии, как coverage, или степень покрытия проекта тестами. В реальных проектах цифра должна быть не ниже 80%, но имейте в виду, что 100% – это недостижимое число. Идеальный случай покрытия проекта юнит-тестами – это 90% и выше. Отлично. В этом уроке мы разобрали основную теорию, которая относится к тестированию. На данный момент у вас уже есть неплохой багаж теоретических знаний, который уже поможет вам на собеседовании, если вы получите вопросы по тестированию. Ну а к практическому закреплению материала мы приступим со следующих лекций. И если у вас по-прежнему остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. И не забывайте поставить лайк, если вам понравился данный урок, и подписаться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока!